Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим вместе с вами холодный летний десерт малиновая панна-котта с голубикой. Десерт готовится в считанные минуты, потребуется время только на охлаждение десерта. И то, если вы освободите место в морозильной камере, охлаждение займет не более часа. Десерт получается очень летним, освежающим. Отличное решение, если на пороге гости, а вам не хочется включать духовку. Добро пожаловать ко мне на кухню. Перед началом приготовления малиновой панна-котты я беру 14 граммов желатина, замачиваю его в 80 мл холодной воды и оставляю пока в сторону. 140 грамм малины перемещаю в ковшик и отправлю на небольшой огонь, чтобы малина слегка размягчилась. Отставляю пока малиновое пюре в сторону, пускай оно остывает. Тем временем в ковшике соединю жирные сливки 200 мл. Жирность сливок 33%, можно взять 35%. И 400 мл молока. 2,5% у меня жирность. Всыпаю сюда же 100 граммов сахара. И желательно, конечно, использовать стручок ванили для панна-котты. Но я обойдусь чайной ложкой ванильного экстракта. Ванильный экстракт берите хорошего качества. В самом крайнем случае можно использовать ванильный сахар, конечно же, около 2 чайных ложечек. Отправляю на огонь и прогрею смесь для растворения сахара. Масса прогрелась, и температура около 60 градусов. И теперь можно добавить в нее набухший желатин. Помешаем до растворения желатина. Когда желатин полностью растворится, процедим смесь через сито. Процежу в ковшик. Из ковшика будет удобнее разливать наш десерт по стаканчикам. Теперь даем остыть до комнатной температуры. Чтобы ускорить процесс, можно поместить ковшик в емкость с холодной водой. Потому что если мы сюда добавим сразу же пюре малины, то масса может свернуться. Моя будущая панна-котта остыла до комнатной температуры. И теперь процеживаю в нее малиновое пюре. Тщательно протираю. И теперь разливаем нашу панна-котту по креманкам. Помещаю стаканы под наклоном. Это можно сделать вот так, как я, в миску. Можно поместить в какой-то длинный контейнер. И разливаем панна-котту. И отправляю формочки с панна-коттой в холодильник. Моя панна-котта стояла в морозильной камере около 50 минут. Она хорошо охладилась и застыла. Если будете охлаждать в холодильнике, на это понадобится 4-5 часов. И теперь делаем следующий штрих, окончательный, завершающий. Все очень просто. Берем чернику или голубику, насыпаем на панна-котту. И завершающий штрих украсим взбитыми сливками. Десерт получится еще более праздничным и нарядным. Ну и, конечно же, аппетитным. При желании добавим немножко сублимированной малинки. Если у вас нет малины, оставляем как есть.